Наглый керри тебе нахамил во время драфта, не беда. Пикай лесного виномансера, только нужно научиться руинить правильно. Погнали разбираться. Итак, народ, сегодня поговорим про лесного веника, как на нем играть, что делать. И начнем, наверное, со стартового закупа. Здесь всегда у нас все по дефолту. Это Сейдж Маска на реген маны, Бладстоун, чтобы вы и ваши змейки пробивали больнее по крипам. И максимально колореточки берем на всю оставшуюся нашу голдишку, потому что герой очень манозависимый. Первой шмоткой вы вообще всегда собираете себе аркан-бутсы. И вот пока вы их не собрали, вы себе таскаете кларетки, грейдите Сейдж Маску, соответственно, в базилку, и вот потом уже получаете себе арканцы и более комфортно себя чувствуете. Также помимо клареток, арканцов, вы еще покупаете себе рейндропы, опять же на реген маны, и вот таким вот ходите просто огромным монорегеновым змеюкой, постоянно спамите змейки и очень эффективно, очень быстро качаетесь. Если еще, можно даже на 2-3 минуте уже пойти эншей забирать дабл-стаки. Ну, в общем, мы об этом чуть попозже поговорим. Ну и по возможности нейтралку тоже лучше брать на реген либо мана, либо хп. Очевидно, мана в приоритете, но там уже как выпадет. Смотрите просто по существу, по ситуации. Скилл билд наш, да, как прокачиваться. Если мы выходим на руну с нашей командой и есть смысл прокачать, соответственно, гель, вот этот первый спелл, да, ради ФБшки нашей темы, тогда прокачиваем. Но если вы понимаете, что вы вышли на руну и все равно не будете файтиться, либо вообще не из вашей темы никто не хочет на ФБ куда-то идти, то тогда, очевидно, мы гель не прокачиваем и качаем себе просто змеек. Все. Прокачали змейки и начинаем их на себе стакать уже там, где-то секунде на 45-й, на 50-й. Они очень долго висят. В общем, до появления крипов уже настакали себе 3-4 змейки. И потом пошла суета. Качаем змейки, пассивка змейки, то есть 3-й, 2-й, 3-й. На 4-м левеле берем гель, потому что начиная с 4-го левела мы уже можем подсоединяться на лайны, либо через ТПшки, либо просто на ноге, когда рядом фармим, и убивать героев. Если не всех, то большинство героев, там, которые без блинков, не мобильные и так далее. Когда у вас будет ульта, можно будет даже героев с блинками убивать совершенно спокойно. Но и опять же, вы если просто фармите крипчиков, да, понимаете, что вот на вашего керри выходит, а вы фармите крипов возле вашего сейв-лайна, в этом нижнем лесу, если вы играете за свет, в верхнем лесу, если играете за дайер. И если противники далеко, если лейн встал так, что, соответственно, пачки сражаются возле таверов противника, вы фармите дальние компы. Если пачка крипов подходит уже ближе к вашему таверу, то вы начинаете фармить компы, которые тоже близко к вашему таверу находятся. Если вдруг на вашего керрича будут давить подвышку, вы спокойненько подключаетесь, нажимаете гель и практически любого героя тем самым убиваете. Не нужно думать, что на лесном виномансере мы фармим крипов до талого, там, пока не появится 6-й левел, и только потом выходим. Нет, это не так. Опять же, даже начиная с 4-го левела, можно спокойно подсоединяться и убивать героев. Ну а на 6-м левеле тем более понятно, что мы практически любого героя убиваем. Можно либо через смоук выйти на мид, как вариант, убить вражеского мидера, но в приоритете все-таки, наверное, будет помочь своему керричу на лайне. Все-таки он и так 1х2 стоит, не стоит про него забывать, поэтому апнули 6-й левел, вышли на сейфлайн, убили 1-2 героев. И это будет лишнее золото для нашего керрича, экспа для него, ну и опять же время выигранное, потому что у него лайн немножко освободится, он пофармит 1-2 пачки и так далее. В общем, камбэкнет по опыту, по крипам, если он плохо стоял лайн. А дальше у нас есть две основные развилки. Мы можем пойти в соло виномансера, который может практически там на эти каточку выиграть. В общем, быть таким гейммейкером. Это мы выходим в Bloodthorn. То есть сначала собираем арчит, потом собираем Bloodthorn. После Bloodthorn можно взять блинк. И все, вы, получается, на любого героя, у кого нету там диспела в виде манты какой-нибудь, да, просто блинкуетесь, нажимаете Bloodthorn Ultimate, и под змейками, под автоатакой практически все герои будут умирать. Там неимоверно много урона, его просто до хрена. И таким образом в соло вы можете практически любого 1х1 убить. Понятное дело, что вот такой виномансер это именно плеймейкер. Если у нас вторая развилочка идет прокачки нашего лесного виномансера, то можно выходить в ауры. Такой виномансер-саппорт, который будет плотный, жирный, которого хрен убьешь, но который еще и ауры всей своей команде дает, что тоже, очевидно, немаловажно. В таком случае собирается либо пайпа, либо кримсон. Грейвсы можно собрать, но это такой уже, знаете, суперситуативный вариант, когда нужно прям очень много диспелить негативных эффектов. В общем, грейвсы это не приоритетный вариант. Все-таки, скорее всего, лучше собрать пайпу Кримсон, что-то такое. Иногда можно будет собрать, допустим, Владмирку. Если вы играете с мипарем в команде, очень приятно, когда вы для него Владмирку собираете. И, ну, в общем, опять же, по ситуации смотрите. Чаще всего вы выходите в пайпу Кримсон, иногда собираете грейвсы, иногда собираете ту же Владмирку. Но перед этим, в идеале, первой шмоткой после арканцов собрать себе, например, Solar Crest. Если у вас имеется какой-нибудь алхимик в команде, не знаю, Урса, возможно, собираете Solar. Будете бустить своего керрича, тоже приятно. Если очень много таргетных спеллов негативных, магических, можно иногда Лотус собрать тоже. Опять же, все зависит от пика противника. И вот вы собрали либо Solar,
либо условный лотус, потом собираете пайпу, либо кримсон, и уже дальше по ситуации смотрите. Можно даже как вариант собрать себе арканы, арчит, и потом выходить в ауры. Опять же, все от ситуации на карте зависит, от пика противника, от пиков ваших тиммейтов. Это довольно вариативная составляющая. Короче, если резюмировать, все зависит от пика. И вот такие основные ветки. Если против вас на миде играет пак или квапа, можете собрать быстрый арчит. Просто арканы, арчит. У вас он будет на 7-й, где-то там на 10-й минуте точно будет арчит, и вы уже можете спокойно выходить на пака, на квапу и очень сильно руинить им игру. Если против вас играет условно алхимик, можете собирать вессел. Если у вас сильный керич, который может рано драться и хочет рано драться, собираете солар. Ну и дальше уже смотрите по ситуации, чего не хватает команде. Либо идете в ауры через пайпу, кримсон, иногда грейвсы, иногда лотус. Либо выходите в соло винобансера, который имеет и арчит, потом покупаете, допустим, блинк, а потом покупаете бладторн. И вы можете уже очень много урона выдавать, опять же, 1x1 в соло-герой и так далее. Ситуативными айтами будут являться Либарда, Еул, обязательно, допустим, если против Акса играете, Еул это вообще must-have. Ну и в конце, в итоге, там, знаете, в лейте можно уже хексы себе покупать. Опять же, блинк, бладторн, хекс это очень мощная комбинация. Ну и идеальный коровый билд, да, вот такой бросок кобры прям максимально. Это бладторн, блинк, аганим и хекс. Закрыться хексом, тогда можно вообще просто суету лютую наводить. Это будет очень много урона. Миллионы дэмэджа будут из вас вылетать. Теперь немного подробнее про скилл билд. Соответственно, еще раз, на 4-м левеле у нас должно быть в единичку взят гель, в единичку пассивка и в 2 змейки. На 5-м левеле берем еще змейки в 3, потом ультимейт, потом снова змейки и начинаем максить второй спелл. Гель всегда оставляем в единичку, он довольно плохо скейлится, не трогаем. Все, в единичку взяли и нормально. По итогу у нас будет гель в единичку, замакшенный второй, замакшенные змейки, ультимейт по талантам. На 10-м левеле ситуативно, опять же смотрим. Если у противников есть герои, у которых много регена, берем левый, иначе правый талант. Но на 15-м левеле всегда берем правый талант, чтобы еще больше фармить, еще быстрее все это дело делать, чтобы стать еще более эффективными. Ну и опять же, змейки у нас длятся 50 секунд, поэтому нет смысла прям постоянно и только на себя их ставить. Вы их еще можете использовать ради вижена. И начиная там с какой-нибудь 10-15 минуты, это очень полезно. То есть вы понимаете, что вы стакнулись с тима, идете где-то сейчас будет файт. Вы просто расставляете змейки постоянно в разные стороны, чтобы давать дополнительный вижен своей команде. Не стоит только спавнить змейки на персонажах, на себе, на тиммейтах и так далее. Очень хорошо, когда вы заспамливаете змейками просто территорию. Это и вижен дает вашим тиммейтам, в основном ради этого делается, и также немножечко можете персонажей противника поддамажить, напрячь их и так далее. И особенно это актуально, когда вы играете через аурного виномансера, то есть у вас нет уже той комбинации блинк, бладторн и через змейки пробивания, да, противника. Когда вы играете через аурного виномансера, очень важно змейки использовать именно для контроля территории. Очень полезно. Тиме делаете не только аурами, но еще и змейками. На 20-м левеле талант, конечно, тоже берем только правый, потому что левый очень сомнительный. Несколько змеек особо импакта нам не делают. Выбираем правый талант на 20-м левеле, я думаю, здесь без вариантов. Даже если мы играем за кор виномансера, все равно лучше, наверное, взять правый талант на 20-м левеле. Для 25-го левела талант, конечно, ситуативный, 50 на 50. Если нужно очень много отпушивать, на вас мега-крипы идут, то на 25-м левеле берем левый талант, это будет нам гораздо проще совершать. Ну а если мы хотим усилить тимфайт, то, очевидно, берем правый талант, и здесь по ситуации. Если нужно много отпушивать, много фармить, берем левый, на тимфайт, усиление нашей тимы берем правый. Давайте чуть более подробно разберем наш геймплей. Опять же, насчет early гейма все понятно. Мы фармим лес, иногда выходим помочь нашим тиммейтам на лайны, не засиживаемся слишком долго. Если на 4-м левеле видим ситуацию, что можно помочь, можно убить, выходим, убиваем. На 6-м левеле при получении ультимейта обязательно выходим, убиваем и так далее. В промежутке, пока у нас спылы кдэшатся, либо нету ситуаций, когда у нас и так все хорошо, у нашей тимы все справляются, никого не давят, просто фармим лесочек. Но вот в мид-гейме может быть две ситуации, две развилки. Первая – это игра довольно пассивная, когда ваши керичи фармят, ваш мидер фармит, никто не особо из вашей тимы хочет файтиться, тогда лучше не воровать фарму своих тиммейтов. И что делать в такой ситуации? Скорее всего, стоит уйти во вражеский лес. В дальний вражеский лес, который граничит с краем карты. Ну, то есть верхний лес Дайр, нижний лес сил света. Просто поставите себе змейки, вижен и фармите вражеский лес, чтобы не мешать, опять же, получать фарм своим корычем, своим керичем и так далее. Ну, когда понимаете, что скоро начинается файт, либо в какого-то вашего тиммейта упарывается, нажимаете ТП на вышку и уже принимаете файт вместе с вашей командой. Если игра активная, то, понятное дело, стоит бегать вместе со своей командой, просто от ваших кулдаунов кнопок, либо от кулдаунов ваших предметов убивать вражеских героев и параллельно где-то что-то подфармливать, не особо, опять же, на это отвлекаясь. То есть не стоит упарываться в тотальный фарм на виномансере. Даже если вы играете пассивно, все равно оставляете фарм своим корычем, фармите в основном вражеский лес, не свой. Если играете активно, бегаем с командой. В эндгейме
Все зависит от вашего билда. Понятное дело, если вы играли через аурного и играете через аурного Виномансера, лучше бегать только вместе с командой. И, соответственно, если команда не файтится, отпушивать пачки. Просто сидим на базе, отпушиваем пачки, сильно не подставляемся. На 25-м левеле, если взяли левый талант против Мегичей, там, допустим, да, опять же, пачки отпушиваем, только во время файтов подключаемся к тиме. Если же мы пошли через кор Виномансера, у которого огромный темп, да, у нас все хорошо, мы нигде не просели, нетворс огромный, постоянно находим киллы. Опять же, вместе с нашей тимой можем бегать, убивать через Блинк, Бладторн, Хекс, через наши кнопки, начинать файт. Это будет довольно valuable, довольно приятно, довольно вкусно. Вот такой вот у нас видос-гайдец, народ, на лесного Виномансера. Пишите в комментариях, если какие-то фишки упустил. Посмотрим, сколько нас, как говорится, ядовитых гадюк развелось. На этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, залетайте на Twitch, на Telegram. Всем удачи, всем пока.